Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители! В этом видео поговорим о дыхании. Я хочу дать вам несколько практик для вашего здоровья и благосостояния, а именно технику мобилизации, технику успокоения, дыхательную гимнастику для оздоровления и дыхательную технику, которая гасит гнев и раздраженность. А прежде чем мы начнем, я хочу пригласить вас подписаться на мой инстаграм, где вы сможете получать интересную и полезную информацию в виде текстов, картинок, а также кратких видео. Ссылочка вот здесь, а также внизу в описании. Итак, я хотела бы поделиться с вами техникой мобилизирующего дыхания и техникой успокаивающего дыхания. Начнем с мобилизации. Если вам необходимо быстро набраться энергии, собраться с силами и мыслями, то вам может помочь следующая техника мобилизирующего дыхания. Вы делаете длинный глубокий вдох, задерживаете ваше дыхание примерно на половину длительности вашего вдоха или насколько вам будет комфортно, и делаете быстрый энергичный выдох. Итак, медленный глубокий вдох, задержка, резкий выдох. Давайте сделаем вместе со мной. Готовы? Поехали! Вдох, задержка, выдох. Еще раз. Вдох, задержка, выдох. Таких циклов вам нужно будет сделать несколько раз, пока вы почувствуете прилив энергии. Все индивидуально. Далее вашему вниманию дыхание успокаивающее, и, вероятно, многие из вас его знают. В ситуациях, когда вам нужно быстро успокоиться, уравновеситься, в ситуациях, когда произошло что-то непредвиденное, и ваше сердцебиение, ваше дыхание, ваш пульс участились, когда вам нужно успокоиться, но при этом вы не хотите пить различные химические лекарства, вам может помочь техника успокаивающего дыхания. Итак, вы делаете короткий, неглубокий вдох и медленный выдох, настолько долго, насколько сможете, и затем вы задерживаете ваше дыхание также настолько долго, насколько сможете, так, чтобы вам было комфортно, не через силу. Итак, короткий вдох, медленный выдох и задержка дыхания. И давайте сделаем вместе со мной. Поехали! Вдох, выдох, задержка, вдох, выдох, задержка. Такое дыхание уменьшает частоту сердцебиения, особенно при волнении. И таких циклов вам нужно будет сделать несколько раз, пока вы почувствуете, что вы начали успокаиваться и умиротворяться. Также все индивидуально. Обычно эта техника срабатывает довольно быстро. Важно! В данных техниках нету конкретных рекомендаций по длительности в секундах, так как организмы у всех индивидуальные. И помните, пожалуйста, что все дыхания, паузы, длительности должны быть комфортными именно для вас. Через силу, а тем более через неприятные ощущения в теле делать не нужно. Далее я расскажу вам об очень хорошей дыхательной гимнастике для вашего здоровья, а если это видео будет полезным для вас, то вы можете сказать спасибо за мой труд для вас, нажав лайк под видео. Итак, я хочу поделиться с вами дыхательной гимнастикой, которая очень полезна для организма человека. Такая гимнастика увеличивает объем наших легких, что очень важно, особенно в период всем известной пандемии. Также данная дыхательная гимнастика стимулирует благотворную работу вашей лимфосистемы и улучшает работу вашей дыхательной системы. Приступим. Вы садитесь ровно, не опирайтесь на спинку стула или чего бы то ни было. Постарайтесь максимально выпрямить вашу спину. Расслабьтесь, а если вам потребуется для этого время, то посидите, подышите спокойно, сколько вам будет необходимо. И приступаем. Вы делаете вдох на 5 счетов, задерживаете ваше дыхание на 15 счетов и делаете медленный выдох на 10 счетов.
И давайте сделаем вместе со мной, я покажу, а затем вы уже будете делать самостоятельно. Итак, поехали. Вдох на 5 счетов. 1, 2, 3, 4, 5. Задерживайте дыхание. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Медленный выдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Важно! Эта техника подлежит вашему усовершенствованию. Самое важное в этой технике – это насколько долго вы сможете задерживать ваше дыхание, то есть насколько долго вы сможете держать воздух внутри себя. И, к примеру, первую неделю вы задерживаете ваше дыхание на 15 счетов, вторую неделю вы задерживаете ваше дыхание на 20 счетов, еще через неделю вы задерживаете ваше дыхание на 25 счетов и так далее. Если вы сможете дойти до задержки дыхания длительностью до минуты, то это будет просто прекрасно. Ну, а возможно, кто-то из вас сможет задерживать дыхание даже дольше, чем на минуту, а это значит, что вы обладатель прекрасной дыхательной системы. Уточню, длительность вдоха и выдоха вы не меняете, вы увеличиваете только длительность задержки вашего дыхания. То есть вдох всегда на 5 счетов, задержка дыхания настолько долго, насколько вы сможете, и выдох всегда на 10 счетов. Таких циклов вам нужно будет сделать примерно 20-25 раз, и по длительности это занимает примерно 5-10 минут в день, и согласитесь, это не так уж и долго для поддержки и оздоровления вашего организма. Друзья, если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, проблемы с давлением, и при выполнении данных техник у вас возникнут какие-либо неприятные ощущения, недомогания, то просто прекратите выполнять данные техники, дышите в спокойном темпе, но обычно эти техники не вызывают никаких неприятных ощущений, а приносят только пользу для людей. Далее я поделюсь с вами дыхательной техникой, которая поможет вам справиться с вашим гневом и другими неприятными эмоциями, ощущениями. И если информация в этом видео будет вам полезной, то я призываю вас поделиться этим видео со своими близкими, потому что оно может помочь им в различных жизненных ситуациях, а также оздоровить их тело и психику. А также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие полезные и важные видео. Итак, если вы разозлились, чувствуете, что к вам уже начал подбираться гнев или различные другие негативные эмоции, то вам может помочь следующая техника. Итак, сделайте медленный, глубокий вдох, такой, чтобы ваша грудная клетка расширилась, ваши плечи поднялись, и сделайте медленный выдох. И так минимум 5 раз, минимум. И таким образом просто глубоко подышите. Вот и все, очень просто. Вы почувствуете, что ваш гнев действительно начинает угасать. Происходит это потому, что для гнева нужен определенный ритм дыхания, а такое дыхание, оно буквально сбивает этот ритм, и гнев начинает отступать. Важно, имейте, пожалуйста, в виду, что в каких-то определенных серьезных ситуациях гасить ваш гнев не нужно, иначе он может осесть в вашем теле в виде какого-то блока или еще хуже в виде какого-либо заболевания. И если произошло что-то не просто пустяковое, а действительно серьезное, то вам нужно дать выход этому гневу, выход этим эмоциям. Но только выход это должен быть конструктивным, не просто пойти с кем-то подраться или как-либо доказать кому-то, что он не прав. Для мужчин это может быть, к примеру, поход в спортзал, и вы побьете там боксерскую грушу, побегаете или что-то в этом роде. Для женщин вы можете поплакать, конечно же, покричать, протрясти свое тело намеренно. Более подробно о том, как справиться с гневом, обидой, стрессом и другими неприятными негативными эмоциями из недавних событий или из давнего прошлого вы можете найти в
важных, емких видео, которые помогут вам справиться с этими неприятными эмоциями. Ссылочка вот здесь, а также все важные ссылки я оставлю для вас внизу в описании под данным видео. Если у вас остались какие-либо вопросы, комментарии, то пишите их, пожалуйста, под этим видео, и я отвечу каждому из вас. Дорогие подписчики и зрители, я желаю вам крепкого здоровья. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, и я надеюсь, я заслужила ваш лайк под видео. Благодарю вас за внимание и желаю всего самого доброго и позитивного вам и вашим близким.